3 декабря 2018 года войдет в историю казахстанской космонавтики как день выхода на солнечную синхронную орбиту второго университетского наноспутника. Наноспутник Аль-Фараби-2, как и первый отечественный наноспутник, был разработан в стенах Казахского национального университета имени Аль-Фараби. Сейчас мы наблюдаем стремительное уменьшение размеров техники. Компьютер, когда-то занимавший целую комнату, сейчас помещается на ладони. Космические аппараты не исключение. Ускоренное развитие микроэлектроники и мехатроники привело к созданию нового стандарта в космической технике CubeSat. На сегодняшний день наноспутники — это отличный образовательный инструмент для студентов и молодых ученых всего мира, которые занимаются исследованием космических технологий. CubeSat — это также наноспутники, которые имеют размеры 10 на 10 на 10 сантиметров. Это 1 U, масса которых не превышает, как правило, 1 килограмма. Бывает еще 2 U, 3 U и 6 U, соответственно, размерами 20 и 30 сантиметров. Основными преимуществами таких аппаратов, CubeSat'ов, является их дешевизна. Во-вторых, их делают за короткие сроки, то есть сроки подготовки этих спутников. И в-третьих, это самое главное для нас, это вовлечение в такие проекты студентов. Сегодня CubeSat'ы решают целый ряд технологических, научных и образовательных задач, таких как исследование атмосферы Марса, астероидов, солнечного ветра, а также мониторинг поверхности земного шара в режиме реального времени. И все это несмотря на малые размеры самого аппарата. Разработкой и созданием таких спутников заняты самые престижные университеты мира и коммерческие организации. Казахский национальный университет имени Аль-Фараби наряду с самыми передовыми вузами мира разработал и создал первые отечественные университетские наноспутники серии Аль-Фараби. Запуск первого университетского спутника состоялся с космодрома Шрихарикота в Индии 15 февраля 2017 года. Чуть больше года спустя университет запустил уже второй наноспутник Аль-Фараби-2, запуск которого состоялся с военно-воздушной базы Ванденберг, Калифорния. Запуском космического аппарата занималась компания Илона Маска SpaceX. Стоит отметить, что проектирование, разработка, сборка, тестирование и интеграция спутников были выполнены силами студентов и молодых ученых КАЗНО. Это стало возможным в рамках проекта создания Национальной научной школы по разработке космической техники и технологий, проектирование, сборка и запуск первого казахстанского наноспутника под руководством ректора, академика Галыма Мутанова. В первую очередь я хотел бы отметить особую актуальность аэрокосмической отрасли для нашей экономики, для Казахстана в целом. И именно это направление является одним из определяющих четвертой промышленной революции, потому что сейчас все развитие связано аэрокосмическими технологиями. А для Казахстана особенно важно, потому что, когда говорят о Казахстане, сразу о Байконуре. Или наоборот, Байконур, Казахстан. И тем более, если учесть, что у нас такая территория огромная, в этой связи очень важное, нужное направление развития, я бы сказал, должно стать важным направлением нашей экономики. Но в то же время мы создали соответствующую инфраструктуру, соответствующую базу по созданию наноспутников. Это тоже очень интересное направление для развития данной отрасли, для развития малых космических аппаратов. Магистранты под руководством профессора Шиничи Накасуке приобрели знания и навыки для разработки и создания малых космических аппаратов, а также приняли участие в полном цикле сборки микроспутника Ходайоши-3 в рамках международного проекта «Юниформ». Наноспутники серии Аль-Фараби — это в первую очередь образовательные спутники, созданные для обучения и подготовки кадров в области космической техники и технологий. Одной из ключевой миссий Аль-Фараби-1 станет исследование влияния радиации на ячейки памяти микроконтроллеров.
Как известно, при воздействии радиации или же тяжелых частиц, электронов, протонов высокой энергии к ячейкам памяти, они могут перевести ячейку в противоположное состояние. Своевременное обнаружение такого события и его незамедлительное устранение с помощью перезаписи правильного состояния поможет избежать многих неисправностей космических аппаратов и военной техники. Данная задача очень актуальна для аэрокосмической и военной промышленности страны. Наноспутник Альфа-Раби-2 объединяет в себе лучшие инновационные технологии. Основные компоненты и узлы аппарата защищены казахстанскими патентами. Он предназначен для решения оригинальных научных и технологических задач. Негізгі мақсатында біздің болашақ кадрдарды дайындау. Содан таңдап алынған балалар өте тамаша жұмыс істеп шықты. Өз қолдарымен әрбір сымдарына дейін, әрбір жол жазуына дейін өз қолдарымен істеп шыққан команда дайын болды деп есептеймін. Бұл жобада менің негізгі атқарған қызметім ол жалпы наноспутниктің құрылымын, оның құрылысын жобалау, модельдеу жұмыстары, сонымен қатар оны жинау жұмыстары болып табылады. Ол жерде көптеген инженерлік шешімдер, көптеген есептеулер қажет етті. Сол жұмыстар бойынша мен жұмыс атқардым. Моей основной функцией в проекте было ведение переговоров. С самого начала мы вели переговоры по поводу самого запуска, то есть мы начинали работы с ноября 2017 года по поводу того, как мы будем осуществлять запуск. Біздің жер серігіміздің негізгі борттық компьютердің жобалауын және де оның жинауын, сонымен қатар борттық компьютерден басқа спутникті құраудың барысында бүкіл оның электрлік және гальваникалық контактілеріне жинауына мен жауап бердім. Жаңағы жер серігіміздің ең негізгі бағдарламалық жабдығын соның оптимизациялауына, спутникті интеграциялауға өз үлесімді қостым. Студенттерге осындай мүмкіншілік беріп отырған, ғылыми жобада жұмыс жасап, өзінің тәжірибе жинап, үлкен өзіміздің дамуымызға мүмкіндік беріп отырған университет басшылығына, соның ішінде жеке ғалым отанылына үлкен рахметімді айтамын. Космические аппараты Альфа-Раби-1 и 2 станут флагманом космического флота КАЗНУ. Стоит отметить, что в стенах университета продолжаются работы по разработке микроспутника, предназначенного для дистанционного зондирования Земли. Действительно, не имея опыта создания космических аппаратов, тем более не имея опыта запуска таких аппаратов, мы на себя взяли такую большую ответственность. Я думаю, это прежде всего благодаря политической воле нашего ректора.